Чеченский Холокост. Время осуществления 1596-2025. Жертвы чеченца. Исконно чеченские территории и места депортации. Характер этнический. Организаторы: Российская империя, Советская империя, Демократическая империя. Во всех случаях русские фашисты действовали под лозунгом «Чечня без чеченцев». Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш августейший император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие, уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов. Автор цитаты генерал Слепцов, 1844 год. Ермолов. Я успокоюсь, когда последняя голова чеченца будет выставлена в музее. Эти слова были выбиты под его бюстом в центре города Грозного после депортации чеченцев, где погибло 60% чеченского народа и переселения в республику русских колонизаторов из глубин России. 23 февраля 1944 года началась депортация чеченцев и ингушей. Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована, а на ее месте создана Грозненская область. Были предприняты большие усилия с целью уничтожения следов пребывания чеченцев и ингушей на данной территории. Сжигалась литература на языках коренных народов. В остальных книгах вымарывались упоминания о войнах, переименовывались улицы, аулы и районы. Уничтожались мечети и кладбища, памятники материальной культуры. Началось планомерное уничтожение членов религиозных общин, интеллигенции, торговцев, бывших чиновников, а также всех, кто высказывал хоть малейшее несогласие с политикой имперской России. Политика империи сопровождалась расистским уклоном необходимости освобождения этих благодатных земель для русского народа. После русско-кавказской войны чеченцев осталось менее 10% населения. Геноцид чеченцев, который иногда называют геноцидом XX века, это физическое уничтожение чеченского населения Российской империи, происходившее в период с 1596 года и продолжающееся по сегодняшний день. Массовые зверства и геноцид зачастую совершаются во время войны. Уничтожение чеченцев было тесно связано с событиями русско-кавказской войны, Второй мировой, а также двумя русско-чеченскими войнами, где погибло более 300 тысяч человек. 42 тысячи из них дети, 18 тысяч пропали без вести, замучены, убиты, захоронены в тайных массовых захоронениях. Более 25 тысяч осуждены по сфабрикованным статьям терроризм для устрашения чеченского народа. Политика, приведшая к геноциду чеченцев, была обусловлена прежде всего господствовавшей в Российской империи идеологией ненависти к инородцам и стремлением освободить оккупированные земли для русских переселенцев. В 1937-1938 годах массовые аресты и убийства чеченской интеллектуальной, религиозной, экономической и политической элиты, что привело к полному уничтожению целой плеяды виднейших деятелей чеченской культуры. В списки подлежавших аресту попали люди разных политических взглядов и профессий. Писатели, артисты, музыканты, учителя, врачи, юристы, журналисты, бизнесмены, политические и религиозные лидеры. Единственное, что их роднило – национальная принадлежность и положение в обществе. Целью акции было обезглавить чеченский народ, лишить народ даже малейшего шанса самоорганизоваться перед лицом опасности полного истребления. Схема была проста, но эффективна. Первыми ликвидировались представители элиты, после этого начиналось уничтожение остальных. Удар, нанесенный чеченскому народу Российской империи зла, оказался беспрецедентным по своей разрушительности. Депортации сопровождают чеченский народ весь период экспансии Русской империи зла. Первая депортация была в 1792 году после разгрома крупного восстания горцев Чечни, Дагестана и Западного Кавказа под руководством шейха Мансура у Шурмы. Частичная депортация чеченцев в Сибирь была проведена царскими властями в 1831-1832 годах
после подавления борьбы чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева. Другая частичная депортация чеченцев в Сибирь приходится на 1836-37 года, когда были разгромлены чеченские силы, боровшиеся против царизма под началом Ташу-Хаджи. Следующая депортация чеченцев в Сибирь в 1863-64 годах была следствием подавления Аргунского восстания, охватившего и Чечню под руководством виднейшего сподвижника Шамиля Байсангура. Депортация чеченцев в Сибирь, проведенная царской администрацией Терской области в конце 1913 года после подавления восстания чеченцев под руководством знаменитого абрека Зелимхана Гушмазукаева, погибшего в сентябре 1913 года. Депортация в 1944 году после Великой Отечественной войны. И, наконец, выселение чеченцев после 2 русско-чеченских войн, массовый выезд которых начался с 1999 года.